Привет! В одном из последних видосиков я конструировал экзоскелет в стиле Терминатора для птерозавра. Теперь в этом видео я уже его собственно буду лепить. Использую я сегодня для лепки глину Скалпи Према для начала. Это для тела, лап, шеи. Према глина средней твердости. Ей я выстраиваю тело, точнее сказать, все кроме головы. Для головы и лап я буду использовать глину той же марки, но модельного ряда Суфле. Эта глина более мягкая и пластичная. Даже на ощупь она такая получается, как бархатистая, что ли. Прикольно получается ощущение. Далее покрываем ей оставшуюся часть тела и все хорошо разглаживаем гладилкой. Теперь немного по нашей птичке. Птички не птички, потому что все птерозауроморфы относятся, точнее отношения к динозаврам и птицам не имеют. Это другая ветвь развития. То же самое, что сейчас назвать летучую мышь птицей, например, совершенно, как мы знаем, неправильно. А вот пингвин вполне себе птица. Такие вот зоологические лабиринты. Птерозавр, которого я леплю, носит название Хацегоптерикс. Относится он к семейству Аждархид, в которое входят одни из самых крупных птерозавров, например, Кецалькоатль. Это самый известный. И если мы говорим о самом большом, обычно имеется в виду именно он. В семействе, кстати, их всего, в общем, много, немало. Вот их семейство, точнее это подсемейство. Здесь у нас само семейство и надсемейство всех этих летающих довольно крупных динозавров. Ну не все из них крупные. Вот Кецалькоатль у нас, про которого я говорил, самый большой. И выше уже Хацегоптерикс. Останки Хацегоптерикса довольно скудны, фрагментарны. Куски черепа, костей. В общем, внешний вид, соответственно, далеко не полностью изучен. Это я к чему говорю? К тому, что сама форма головы у меня произвольна. Но она основана на известных реконструкциях художников. Например, на голове у меня сделан такой большой гребень, так как череп был у него довольно массивный по отношению к телу, даже если сравнивая, например, с Кецалькоатлем, про которого я говорил. Как и другие мои динозавры, он сделал в масштабе 1 к 30. Реальный размер птерозавра примерно, по последним оценкам, до 13 метров. Точнее, это размах крыльев. 13 метров, для общего понимания, это примерный размер самого крупного найденного тираннозавра. Или буквально немного меньше спинозавра. По птерозавру вкратце все. Теперь о том, что я тут налепил в это время. Сейчас я делаю основу для крыльев, для мембраны. Это передние лапы и пальцы, на которых она крепится. 3 маленьких я отдельно сделал уже и закрепил. И также пальцы на задних лапах, 4 из которых примерно одинаковые по размеру и еще один небольшой сзади, как шпора. Кстати, про задние лапы. Когда-то давно считалось, что якобы они на задних лапах могли висеть на деревьях. Ну, что-то вроде современных летучих мышь, кверх ногами. Еще в детстве, я помню, были жвачки. Как-то они назывались, динозавры или что-то. Планета динозавров, что ли. Там были такие наклейки с птерозавром, который висит на ветке дерева. Так вот, скажу я вам, что по одним из последних исследований это вовсе не так. Во многом, кстати, на это повлияли найденные следы птерозавров. Так что вот так вот. Дальше у нас новый этап лепки. Это мембрана. Крыло, соответственно, то есть перепонка между лапами. Ее я леплю из глины, из другой глины гаммадол. Хорошо ее раскатываю и делаю такой вот тонкий блин.
Его я закрепляю на растяжке из проволоки и срезаю по краям все лишнее. Кстати, одна часть мембраны находится на лапах и теле, а вот другая на пальце. То есть лапа, на конце лапы пальцы 3 штуки, а от них идет еще один отросток до края крыла. Так вот, этот отросток и есть еще один гипертрофированный большой палец, на котором и крепится другая часть мембраны. Так, верхнюю часть, значит, я сделал. Теперь нужно все это дело перевернуть и сделать то же самое с нижней. И все это потом разгладить и соединить. Теперь на сгибе я сделаю еще один кусочек перепонки. Он крепится также к одному из отростков. Вопрос, кстати, был ли у Хатегоптерикса он или нет, это неизвестно, но у меня он будет. И между задней лапой и обрубком хвоста также я его сделаю. Такую, не его, а ее перепоночку такую. Голова у нас получилась вот такой вот формы с гребешком среднего размера. Сейчас настало время установить ему глаз. И все разгладить. Ставим глаз, разглаживаем, сделаем такие надбровные дуги. Немного морщин. Такой вот получился симпатичный маленький глазик. Теперь разделяю клюв на 2 части. Таким вот образом по линейке. И вначале немного сделаю небольшой загиб. Думал я, как лучше сделать гребень. Остановился вот на таком вот варианте. Добавлю только ему еще немножко борозд. И можно уже начинать ему вырисовывать шерсть. Это получается у нас последний уже этап. Похоже, она у них все-таки была. К этому все склоняется. Да и находки есть, имеются. Ну, других, правда, динозавров. О, динозавров. Птерозавров. На крыле тоже слегка их прорисую. Главное не порвать его. Аккуратно, а то, если честно, один вариант крыла я уже запорол. Причем даже не только вариант крыла, а полностью пришлось переделывать всю работу, выкидывать, ломать, срезать глину. Ну, это такой секрет, я вам его не заговорил, забудьте. Интересный момент и важный у нас в лепке. Он у нас будет лететь. То есть нужно сделать именно эффект, как будто он парит в воздухе. Как мне это сделать? То есть вот сюда воздух попадает, крыло растягивается. Точнее, тут вот давление воздуха и прогиб. Так будет правильно и красиво выглядеть. Для того, чтобы так получилось, я его переворачиваю и немного выгибаю перепонку. Делаю небольшой прогиб и в таком положении именно запекаю. Но перво-наперво я закупорю вот эту дырку от держателя. Сейчас он держится на лапе у меня. Как я и показывал в первой части видео, что он будет крепиться у меня на лапе. Кто не видел, посмотрите, как я делал каркас. Ссылочку на видосик сверху прикреплю. Ну и финал, покрас. На этом, собственно, и все. Работа оказалась совсем непростая, с учетом того, что я ее переделывал.
но результатом я практически полностью доволен. Ах да, я забыл совсем. Я еще сделал необычное для нее оформление такое. Что-то вроде картины. В общем, оцените, комментируйте, подписывайтесь. Ну и весь наборчик для поддержки канала. На этом все. Всем спасибо. Пока-пока.